Из этой коробки от шоколада я собираюсь сделать сокровищницу для маленькой девочки. И покажу вам, как можно приклеивать салфетку разными способами. Для декорирования я использую 3 разных салфетки. Начну с этой бабочки. Эту бабочку я руками вырвала из салфетки, и теперь как следует ее проглажу. Прикладываю фрагмент на то место, куда собираюсь приклеить, и обведу по контуру кисточкой, смоченной в воде, просто чтобы оставить след контура на поверхности. Это место смажу клеем ПВА. Делаю это тщательно, чтобы не осталось непрокрашенных мест. Старайтесь также не выходить за границы отмеченной области. После полного высыхания беру фрагмент салфетки и отделяю 2 нижних белых слоя. Аккуратно прикладываю к поверхности, сверху кладу бумагу для выпечки, затем прикладываю горячий утюг. Этот способ подходит только для абсолютно ровной поверхности, и лучше всего его использовать для фрагментов с четким контуром. Вы можете вырезать фрагмент точно по контуру и обвести его даже простым карандашом. Проглаживаю до тех пор, пока не останется неприклеенных мест. Все, бабочка приклеена. Вокруг остались неприклеенные края, но я их потом уберу водой или наждачной бумагой. Теперь покрою приклеенный фрагмент акриловым лаком. Должна сказать, что этот метод мне нравится меньше всего, и я его практически не использую. Хотя в комментариях к моим видео я видела, что многие им успешно пользуются, и даже спрашивают, почему я не использую этот метод. Но каждому свое. Следующий фрагмент я приклею, просто намазывая клей ПВА прямо на салфетку. Прикладываю фрагмент на нужное место и начинаю сверху, от центра к краям, наносить клей. Делаю это аккуратно. Помните, что салфетка будет растягиваться, так что учитывайте это, выбирая место наклеивания. Я знаю, что есть такие мастерицы, которые могут таким образом наклеить целую салфетку. Скажу честно, у меня это не получается. Так что эта бабочка, пожалуй, самый большой фрагмент, который я стану наклеивать таким образом. Но для маленьких фрагментов этот метод подходит лучше всего. Быстро и спокойно. Когда вы наносите клей, есть искушение добавить воды, чтобы распрямить салфетку. Этого делать не стоит. От воды салфетка разрушится, когда вы коснетесь ее кистью. Но потом, когда салфетка уже практически наклеена, я чуть смачиваю кисть в воде и расправляю, приглаживаю уже приклеенный фрагмент к поверхности. Оставляю до полного высыхания. Можно подсушить феном. Когда он высох, покрываю его акриловым лаком. Наношу клей ПВА на то место, где буду приклеивать фрагмент. Из прозрачного файла вырезаю 2 кусочка, по размеру больше, чем фрагмент, который я буду приклеивать. Беру одну часть файла, у фрагмента салфетки отделяю белые слои, кладу салфетку красочной стороной вниз. Сверху добавляю воды, не жалею. Затем кладу еще один файл и расправляю салфетку между файлами. Снимаю верхний слой файла. Потом беру нижний вместе с салфеткой. Салфетку руками не касаюсь. Держу только за файл и прикладываю салфетку на файле туда, куда нужно. Еще немного расправляю салфетку через файл. Снимаю оставшийся файл и к салфетке больше не притрагиваюсь. После высыхания покрываю лаком. Этот способ я использую для того, чтобы наклеить большой фрагмент салфетки. Как следует проглажу салфетку утюгом, а потом покрою ее лаком из пульверизатора. Пока фрагмент еще влажный, отделяю 2 нижних белых слоя. Как правило, я делаю 2-3 слоя с красочной стороны и 1 с нижней.
Наношу клей ПВА на всю поверхность, куда буду приклеивать салфетку. Делаю это тщательно, чтобы не осталось непрокрашенных мест. И снова использую уже знакомый нам метод файла. Благодаря тому, что салфетка обработана лаком, она уже не будет разрушаться под воздействием воды, и можно не бояться, что она легко порвется. Так будет приклеить намного проще. Видите, как важно покрывать каждый наклеенный фрагмент лаком. Сейчас вода попадает на все фрагменты, которые я наклеила до этого, но сейчас вода их не испортит. Так я наклеила эту чудную девочку, высушиваю салфетку феном и покрываю лаком. Вновь разглажу салфетку и покрою ее лаком так же, как и в предыдущем методе. Снова наношу клей ПВА туда, где буду ее наклеивать. И тут же на поверхность добавляю воды, а затем руками кладу обработанную салфетку прямо на поверхность. Воду мы добавляем для того, чтобы салфетка не схватилась сразу, и ее можно было бы двигать, расправлять. Она будет расправляться прямо на поверхности изделия. Сверху добавляю еще воды на салфетку и мокрыми руками расправляю ее прямо на поверхности. Удаляю излишки влаги. Этот способ я использую, когда нужно наклеить салфетку на неровную поверхность. Скажем, если у вас тарелка, бутылка, если поверхность не гладкая, круглая, вогнутая, использовать файл уже не получится. В этом случае этот метод подходит лучше всего. Расправляю салфетку мокрыми пальцами, удаляя излишки влаги. Салфетка растягивается прямо на поверхности под моими пальцами и постепенно схватывается. Подсушиваю салфетку феном, а после полного высыхания покрываю лаком. Вы можете использовать любой из этих способов, которые вам понравится больше. Каждый пусть выбирает то, что ему ближе.